Буквально за последние пару недель практически все недостатки NEM остались в прошлом. AmpNet – это новый мультипараметрический метод захвата усилителя. В отличие от обычного профилирования, он фиксирует не одно статичное состояние, а то, как меняется звучание при изменении гейна, тембра или вращении ручек presence, depth и даже при изменении выходной громкости. Привет! Сегодня я хочу начать с рубрики «Нам пишут» и процитировать вас. В комментариях к прошлому видео, ссылку на него я оставлю где-нибудь здесь, на экране или в описании. Посмотрите, если вы его еще не видели, оно довольно интересное, про NEM A2. Так вот, в комментариях к этому видео вы оставили довольно много интересных замечаний. Например, такое. Реальное железо обладает самым главным преимуществом – огромной вариативностью звучания. Настройка оборудования под себя проще. Процессоры, использующие современные алгоритмы моделирования, не отстают и дают похожие ощущения от работы. Профилирование же дает слепок конкретного состояния оборудования, и особой вариативности в настройке звучания там нет. Найти то, что близко соответствует вашему представлению о правильном звуке, становится довольно утомительным занятием. Или такой комментарий. Чем другие плагины хуже? Да ничем, даже лучше, потому что их можно самому крутить в реальном времени, а не выбирать из готовых предустановок. Технология переоцененная и узконаправленная. В смысле профилирования. Или вот еще. В дорогих процессорах просто начнут делать профилирование отдельных каскадов в нормальных моделях, а в дешевых процессорах возможности свободно крутить ручки не будет. Немножко про разработчиков. У разработчиков NEM все странно. Хочешь сам слепки поделать – удача, практически невозможно без специфических знаний. Автор программы за open source, но как-то Куца ее поддерживает. И, наконец, когда появится приложуха в App Store и какой-нибудь интерфейс для подключения гитары, тогда будет круто. Но что если я вам скажу, что за то короткое время, которое прошло с предыдущего моего видео, то есть буквально за последние пару недель, практически все недостатки NEM остались в прошлом. Когда я готовил тот ролик, у меня в планах был еще один про альтернативные загрузчики профилей. Ведь NEM – это не просто плагин, это целый стандарт, и под него разработано уже несколько разных программ. Честно говоря, все они красивее, удобнее и функциональнее, чем стандартный Gateway. В том несостоявшемся видео я планировал рассказать про SoundShred Guitar, про NEM Universal от WaveMind, про M-Guitar Architect от Melda Production, про Tonocracy от Atomic Amplifiers и про Genome от Two Notes. Но, как вы, наверное, уже догадались, пока я собирался с силами, оказалось, что смысла в таком видео больше нет, потому что на днях лучший, на мой взгляд, загрузчик профилей NEM стал еще лучше. Значительно лучше. И сегодня мы поговорим про Two Notes Genome 2. Если вам кажется, что это будет просто обзор очередного загрузчика профилей, погодите еще пару минут, и вы поймете, что действительно случился довольно важный сдвиг в том, как мы будем использовать профилирование в ближайшем будущем. Если вы еще не знаете, что такое Genome, то это такая виртуальная гитарная студия для музыкантов и звукорежиссеров. Она напоминает по концепции Guitar Rig или Amplitube или BSFX, то есть он объединяет в единой рабочей среде практически все необходимое для формирования гитарного тона. От самого начала цепочки до такой уже предмиксовой обработки. И, внимание, теперь у него есть официальная бесплатная версия, потому что еще недавно Genome нельзя было попробовать бесплатно. Его многие получили благодаря тому, что использовали раньше уже какое-то оборудование или софт от Two Notes, но теперь можно сказать, что порог входа в эту экосистему даже не то, что стал ниже, он просто убран. Создатели Genome – это компания Two Notes из Франции. Они известны прежде всего своими эмуляциями кабинетов. В 2008 году они выпустили Torpedo, первый в своем роде не статичный, а динамический цифровой эмулятор кабинета, который был основан на технологии Dyn.IR. И если с помощью обычного импульса можно получить один снимок звучания, то есть конкретный кабинет, конкретный микрофон, конкретная позиция микрофона в комнате, то Dyn.IR превращает это в такую детальную модель, где содержится сразу множество импульсов для разных микрофонов, для их разных позиций, и вместо выбора из заранее записанных импульсов вам предлагается работать по тому же принципу, как в настоящей студии.
двигать микрофоны, сразу слышать изменения звучания, выбирать разные модели микрофонов и делать все это в простом и удобном интерфейсе. К сожалению, массовой такая идеология не стала, и мы все равно в основном продолжаем использовать статичные импульсы, просто выбирая, какой из них больше нам нравится. Однако своих последователей эта технология все равно получила. Например, похожим образом работает плагин Miku от ML Sound Labs. Что же до TwoNotes, то компания продолжала некоторое время уже без лишнего шума после выпуска Торпеда развивать свои аппаратные программные продукты. В частности, они создали плагин Торпеда Wall of Sound, который долгое время оставался довольно популярным, очень качественным инструментом для домашней записи гитары. Я его тоже использовал. Я для него еще году в 2014 приобрел пару тех самых динамических кабинетов. И именно поэтому, кстати, я смог получить бесплатную лицензию на Геном. Ну, а в январе 2024 года, то есть 10 лет спустя после моего знакомства с Torpedo Wall of Sound, окончательно этот плагин уступил место новой платформе, тому самому Геному. В своей основе это, как я уже сказал, классический гитарный плагин со встроенными моделями усилителей, которые можно прямо сразу использовать, даже не ставя никакие профили NEM. Эта технология несколько отдельная, она у TwoNotes собственная и называется TSM. Но для меня, пожалуй, интереснее то, что уже в первом поколении Генома появился Codex. Это универсальный движок для работы с профилями разных форматов. Помимо Neural Amp Modeler он поддерживал профили IDX и профили Proteus. Закрытые коммерческие форматы, вроде Kemper или Quad Cortex, конечно, там не поддерживались. Но в Геноме 2 все это пошло еще дальше. И самое главное, там уже нечто совсем другое. Обновление Генома до версии 2.0 принесло сразу несколько крупных изменений. Самое интересное и без преувеличения, на мой взгляд, прорывное – это технология под названием AmpNet и связанный с ней компонент Paradex. AmpNet – это новый мультипараметрический метод захвата усилителя. В отличие от обычного профилирования, он фиксирует не одно статичное состояние, а то, как меняется звучание при изменении гейна, тембра или вращении ручек Presence, Depth и даже при изменении выходной громкости, которая иногда меняет звук. Я знаю, что на YouTube идут споры о том, является ли AmpNet полностью собственной разработкой TwoNotes, или все-таки он основан на недавно вышедшем NEM A2. Я посмотрел сам несколько видео, не очень понял, потому что информация была противоречивая, и чтобы разобраться, я не поленился написать напрямую в TwoNotes. Их менеджмент мне ответил и очень любезно объяснил, что AmpNet действительно использует A2 в качестве основы. При этом, хотя захват данных с помощью A2 и с помощью AmpNet может немножко различаться на слух, в компании считают, что качество, именно качество готовых профилей сопоставимо. Ну и стоит отметить еще один важный момент. В процессе работы над роликом я обнаружил, что AmpNet не является полностью на 100% самостоятельной разработкой TwoNotes. Это разработка совместно с компанией под названием Artera DSP. И, как мы видим на сайте TwoNotes, они говорят, что они объединили свои усилия для усовершенствования процесса захвата и обеспечения нативного развертывания в геном через компонент Paradex. Ну и из общения с сотрудниками TwoNotes я узнал, что теоретически они даже не исключают появление этой технологии в каких-то других решениях, софтовых или железных. То есть, может быть, когда-то появятся еще и другие плагины или какие-то педали или процессоры с поддержкой этих профилей, что, на мой взгляд, было бы очень здорово. Ведь вся история NEM показывает, насколько классно может двигать всю индустрию вперед open-source решение, доступное большому количеству и разработчиков, и пользователей. Ну и, кстати, об альтернативных решениях. У Artera DSP на сайте доступны их варианты плагинов для работы с AmpNet. Я их, к сожалению, пощупать не смог, потому что они работают только на Mac, но если такая возможность есть у вас, думаю, что попробовать стоит. Для работы с AmpNet, в дополнение к загрузчику NEM-профилей Codex, в геноме появился еще один модуль, он называется Paradex. И именно он позволяет в реальном времени регулировать гейн, эквалайзер, какие-то другие параметры, практически так же, как если бы вы крутили ручки настоящего усилителя или какого-нибудь моделирующего плагина. То есть это как раз то, чего всегда не хватало классическому профилированию. Аналог есть у Кемпера, там есть технология, которая называется Liquid Profiling, но это моделирование тон-стека, которое как бы добавляется к все еще статичному профилю. В случае с технологией AmpNet все немножко интереснее, потому что там мы действительно профилируем каждую отдельную ручку. И это как раз то, чего всегда не хватало классическому профилированию. То есть вместо статичного слепка мы получаем полноценную модель, которую можно спокойно, свободно настраивать уже после произведенного захвата.
Есть еще один интересный момент. Я тоже, опираясь на ваши комментарии, заметил, что многие до сих пор рассуждают о том, какое значение гитара имеет в профилировании. Некоторые говорят, что профиль хорошо звучит только с той гитарой, на которой он был снят. Так вот, в случае с NEM и в случае с AmpNet при профилировании сейчас вообще не используется реальная гитара. То есть профиль создается исключительно на основе тестовых сигналов, и влияние конкретного инструмента или музыканта исключено полностью. Помните, сколько лет вокруг Кемпера обсуждали, что профили лучше всего звучат именно при использовании той гитары, которая была при профилировании, или хотя бы гитары с такими же датчиками. Так вот, здесь этой проблемы просто нет. То есть, если ваша гитара и ваш стиль игры в принципе подходят к этому усилителю, вы получите хороший качественный звук. Еще одно новое приложение от Tunots называется Capture Studio. Это очень удобная и, на мой взгляд, очень понятная программа для создания профилей. Причем как в классических форматах NEM, так и в новом параметрическом формате AmpNet. Приложение доступно бесплатно для Windows и для macOS, и как только вы регистрируете свой личный кабинет на сайте Tunots, вам вручают лицензию на Capture Studio. И благодаря этому, учитывая все сказанное выше, программный комплекс Genoma и Capture Studio становится, пожалуй, одним из самых универсальных вариантов для работы с профилями, как для их создания, так и для их дальнейшего использования. Ну а теперь, когда мы разобрались в теории с тем, как все это устроено, я предлагаю посмотреть, как выглядит сам процесс профилирования. Я считаю, что значительная часть претензий к технологии профилирования связана не с тем, как эта технология устроена, а с тем, насколько ответственно к ней подходит, с тем, насколько качественно выполнен процесс съема. И здесь огромное значение имеют, во-первых, конвертеры, во-вторых, коммутация, ну и в-третьих, просто весь тракт записи. Если вы не можете максимально точно вывести сигнал из компьютера, например, или со своей гитары, и затем качественно его оцифровать, то ваш профиль тоже получится таким же мыльным и неестественным, как запись усилителя, которую вы могли бы сделать. Поэтому вместе с моим другом и коллегой на его студии мы постарались организовать процесс так, чтобы все возможные потери качества на каждом этапе были сведены к минимуму. И сделали профиль, которым сами очень довольны. Давайте послушаем и сравним живой усилитель, профиль NEM и профиль AmpNet. Итак, перемещаемся в студию, где есть хороший усилитель, все нужное оборудование. Дома я все бы это сам не сделал. Я тестировал дома эту технологию, но на кемпере. Естественно, не очень интересно снимать профили с профилировщика, но я убедился, что это работает, разобрался с процессом, и теперь мы пробуем все в боевых условиях. А сейчас 3:30 утра, мы возились с этим целый день, поэтому снимаем, в общем, из последних сил, без подготовки. Не удивляйтесь, если я буду сбивчивым или каким-то не таким, как в остальной части видео. Что у нас есть? У нас есть гитарный дабл-трек, ритм-партия. Довольно простая, но подходящая для такой демонстрационной цели, потому что в ней есть очень такая аккуратная, тихая игра, легкий такой палм-мьют и усиленная игра по открытым струнам. Мы будем использовать усилитель от Mesa Boogie, Формула Pre. Это не усилитель целиком, это не усилитель с оконечником, это преамп, ламповый преамп с 3 каналами, поэтому он подключен довольно минималистичным образом. Он не подключен к Loudbox, он не подключен к комбо-эмулятору. Мы снимаем чисто сам преамп, практически так же, как снимали бы, например, педаль. Для того, чтобы отправить сигнал в него, используется высококачественный конвертер от RME AD2 Pro. Он отправляет сигнал в RAM-бокс, разумеется, потому что линейный сигнал нам нужно преобразовать обратно в инструментальный, который хорошо, так сказать, воспринимается усилителем, согласуется по импедансу и позволяет не терять никакие важные для гитары частоты. Далее мы этот сигнал из RAM-бокса, как будто бы с гитары, отправляем в усилитель, получаем его обратно, снова оцифровываем через RME, и благодаря этому сейчас мы запишем демку с живым усилителем. Опять же, это будет звучать страшно, там не будет никаких импульсов, не будет комбо-эмуляции, это будет сырой, жужжащий, грязный ламповый перегруз, и ничего более. После этого мы будем использовать его в наших тестах и сравнениях, уже навесив туда какую-то дополнительную обработку, какой-то комбо-эмулятор. И сравним это с пресетом, который получим через Tunots. Выбираем канал с перегрузом, ставим примерно на 12 часов, то есть на середину, или, если угодно, на 5 все ручки. И просто для начала убеждаемся, что звук есть, и записываем по кусочку в каждый из 2 каналов.
И то же самое делаем просто для второго трека. Ну и теперь мы можем, в общем-то, смело сохранять этот проект, потому что это просто демка для того, чтобы мы потом могли сравнить живой усилитель с профилем, который мы получим. Переходим в Capture Studio Tunox. Отдельное маленькое приложение, очень удобное, очень продуманное. Все, наверное, кто снимали профили для NEM, помнят, как это было сложно раньше, как это чуть проще стало через Tom 3000. И теперь это стало совсем просто и совсем наглядно, с классным интерфейсом, с советами, с простыми настройками и всем остальным, что нам нужно. Здесь есть два главных варианта съема профиля. Это стандартный, так называемый статичный профиль, когда мы снимаем звук усилителя на одной настройке, так же, как это делали Kemper без Liquid профайлинга, как это делал Tonax, как это делали все практически технологии гитарного профилирования. И вот эта новая интересующая нас технология, которая называется Parametric Capture, то есть параметрический съем с учетом всех возможных крутилок и ручек, всех возможных их положений на живом усилителе. Здесь все максимально просто, практически нажать одну кнопку и откалибровать уровни, поэтому мы не будем сейчас этим заниматься. Давайте перейдем сразу к самому интересному. Теперь я просто назову пресет в соответствии с названием усилителя. Это у нас Mesa Boogie Формула Pre. Это, конечно же, Amphead. Ну, кстати, нам здесь и не дают возможности выбрать что-то другое почему-то, пока непонятно почему. В статичном профиле есть вариант снять педаль, например. Далее давайте скажем, что это Overdrive или High Gain. Ну, вероятнее всего, это High Gain. Канал у нас называется LID1, LD1. В комментарии напишу тоже название этого канала. И далее наша задача сводится к тому, чтобы указать все те регуляторы, все те кнопки, все те ручки, которые есть на усилителе, которые мы хотим запрофилировать. Давайте посмотрим на усилитель. Кнопок у нас там и регуляторов не так много, как могло бы быть. У нас есть гейн, трехполосный эквалайзер, и далее на финальной стадии обработки есть еще пятиполосный графический эквалайзер, но вот его мы трогать не будем, потому что у нас ушло на съем профилей для двух каналов этого усилителя, порядка 3 часов, плюс еще затраты на построение модели, потому что когда вы записываете все необходимые звуки, после этого компьютер еще должен обработать их. Можно на процессоре, можно ускоренно, если у вас есть видеокарта, на видеокарте. Я имею в виду мощная видеокарта, вроде современных видеокарт NVIDIA. Но так или иначе занимает много времени. Поэтому давайте перейдем к профилированию по упрощенной схеме без пятиполосного параметрического эквалайзера. Мне кажется, это не настолько радикально влияющая вещь. Эквализировать можно, как вы понимаете, потом чем угодно. Нас интересует в первую очередь ручка гейна. Самая первая, если смотреть слева направо. Собственно, она и называется гейн. Далее у нас идет, как я говорил, тон-стек с 3 ручками. В таком порядке, в обратном. Графический эквалайзер я, как я говорил, профилировать не буду. Секции Power Amp у нас здесь как таковой нет. Ни резонанса, ни презенса, ни глубины. Мастер мы, я думаю, тоже проигнорируем пока для скорости. И просто, в конце концов, опять же, без нагрузки, без кабинета на преампе, я не думаю, что он будет менять что-то радикально. У нас подобран просто оптимальный, нормальный уровень громкости. Теперь нажимаем «Создать проект». Выбираем, куда он будет сохраняться. Проверяем настройки аудио. Здесь есть некоторые хитрости. Мы указываем, какое устройство мы используем. Указываем буфер, не указываем частоту дискретизации, потому что она здесь фиксированная, 48 кГц. Видимо, приняли это за стандарт. Мне лично нравятся профили, снятые на 96, и сам я обычно служу свои проекты на 96 кГц, но смиримся с тем, что стандарт, уже общепринятый для профилей NEM, это 48. Далее, через какой выход мы будем прослушивать все происходящее, через какой выход мы отправляем сигнал на усилитель, через какой вход мы его получаем. И главная фишка – loopback, то есть петля, аналоговая петля от выхода ко входу нашего аппарата, я имею в виду аппарата не усилителя, конечно, а звуковой карты, для того, чтобы замерить реальную задержку. Не просто, что показывает драйвер, а что у нас физически в моменте есть. Убедились, что все нормально, убедились, что у нас выбрана видеокарта для построения модели, если она есть. Можно замерить, какая будет производительность на видеокарте и на процессоре.
И, видимо, нажимаем Start Capture. На этом этапе мы отправляем тестовый сигнал. Мы это сделали уже за кадром, просто убедились, что и уровень лупбека укладывается у нас в некие заданные нормы от самой нижней границы до верхней, и уровень основного сигнала тоже у нас корректно, ничего там не клипует, не уходит слишком тихо куда-то вниз. И дальше можем переходить уже непосредственно к самому профилированию. Ну что ж, нажимаем «Продолжить». Да, подтверждаем, что мы не трогаем никакие ручки после начала съема профиля, иначе это может все сильно изменить. И далее система такая. Нам не нужно выставлять миллион всех возможных комбинаций ручек на усилителе. Нам достаточно работать с одной ручкой каждый раз. Мы проходим по 10 градациям, которые нам предлагаются. И остальные ручки стоят на 12 часов. То есть всегда все ручки в стандартном положении, и только одну мы двигаем. Потом переходим от одной ручки к другой раз за разом. Нам предлагают пока выставить все на 12 часов и только на гейне поставить самый возможный минимум. Так что переходим к усилителю, смотрим, как нам нарисовано здесь. Убеждаемся, что мы выбрали тот канал, который мы хотим снять. Идем в его секцию перегруза. Скручиваем уровень гейна на 0 и просто нажимаем Start Capture. Подтверждаем ли мы этот съем? Да, подтверждаем. И далее проходимся так по всему возможному диапазону от единички до 10. Делаем раз за разом такую процедуру и потом переходим просто уже к следующей ручке. И очень коротко я покажу, что на следующем этапе, когда съем завершен, достаточно нажать буквально пару кнопок. Нажать Start Training. Я это делаю уже дома, уже уехав в студию. Далее выбираете тип модели, профиль A1 или A2, если вы снимаете статичный профиль, потому что если речь идет о параметрическом, этого выбора у вас здесь не будет. Там настройки качества всегда выставлены, скажем так, по умолчанию. Выбираете, насколько глубоко будет натренирована модель. Чем больше значение этого параметра, тем точнее будет тренировка. Здесь можно опционально указать, на каких уровнях громкости вы снимали звук, и далее просто нажимаете Start Training. И долгие, в моем случае 40 минут, на видеокарте модель будет тренироваться, после чего появится уведомление о том, что все готово, и будет предложено просто послушать примеры, как это звучит с несколькими разными сэмплами, которые прямо в эту программу включены в разных жанрах, что очень удобно и прикольно. Не подключая гитару, вы сможете оценить звук, после чего просто нажимаете одну кнопочку еще и сохраняете этот готовый файлик для дальнейшего использования. Итак, настает, наверное, кульминационный момент этого видео, когда мы послушаем, ради чего все это было, и сравним живой настоящий ламповый усилитель с профилем NEM A2 и с параметрическим новым видом профиля AmpNet. Проверять мы все это будем на примере трека того самого замечательного человека, который помог мне с профилированием усилителей в своей студии. Это артист, выступающий под псевдонимом Ламский. Его трек называется «Ну да». Можете найти его на всех стримингах. И обязательно, если вам понравится эта песня, и тем более, если вам понравится профиль, который его усилиями сделан, накидайте ему лайкосов на Яндекс.Музыке, уверен, человеку будет приятно. Песня вот такая вот. Утекла вода к мутным берегам, по хрустальным дням разбит. Также замечу, что человек сам работает над своей музыкой с самого-самого начала, сам пишет, сам аранжирует, сам записывает и сам сводит, и только на этапе записи сессионной гитары ему помогаю я. Так что гитары в этом треке мы будем слушать сыгранные именно мной. Гитары здесь лежат в 3 экземплярах, как вы видите. Это исходники, одни и те же DI-ники в виде левого-правого трека, отправленные без всяких обработок, каждая в свою группу. На одной группе у меня висит один единственный, заметьте, экземпляр плагина Genome, потому что он работает, к счастью, в стереорежиме. То есть, если вы работаете с дабл-треком, вам достаточно одного плагина, и он позволит вам не крутить отдельно ручки на левой и правой гитаре, и заодно сэкономить ресурсы. Это очень здорово, очень удобно, и этого очень не хватает в родном намовском плагине Gateway. Значит, то же самое для
A2, только здесь у нас кодекс вместо парадекса. И не удивляйтесь, на живом усилителе тоже висит геном, но это потому, что живой усилитель у нас – это преамп. И преамп никогда не будет звучать музыкально и красиво сразу без того, чтобы пустить его в оконечник и, конечно же, в комбо-эмулятор. Поэтому оконечник и комбо-эмулятор одни и те же на всех этих 3 дорожках, геномовские. Очень классно, что они сделали этот модуль, в котором можно выбирать лампы, выбирать их количество, вращать ручки, которые обычно отсутствуют на преампах, то есть depth или контур. Таким образом, мы получаем гарантированно очень похожий звук, но для чистоты эксперимента мы и без этих дополнительных модулей сырой звук с преампа тоже сравним. Ну что, вроде бы все рассказал, давайте слушать. Включаю для начала в соло только живой усилитель. Давайте попробуем добавить микс. Ну, по-моему, это очень и очень недурно. Если говорить о каких-то моих выводах, то я слышу некоторую незначительную разницу, как будто бы NEM чуть-чуть приукрашает звук, если честно. Как будто бы у него чуть-чуть есть более яркий и более искрящийся верх. И как будто бы та же самая область у AmpNet немножечко, наоборот, подпровалена. Как будто ее чуть-чуть, совсем капельку меньше, чем в исходнике. Но когда в дело вступают все остальные инструменты, это вот уже как раз тот случай, про который часто говорят, что в миксе вы разницу, если и услышите, то с большим трудом. И имеет ли эта разница какое-то фундаментальное значение для качества итогового материала, делайте выводы сами. Я очень впечатлен, потому что все-таки с другими профилировщиками более ранних поколений, более старых технологий, эта разница была точно более ощутимой. Давайте попробуем проверить еще один момент. Проверим, как реагирует профиль AmpNet на вращение ручек. У меня есть отдельный трек, который я отреампил, вращая ручки на живом усилителе. Послушаем его и попробуем повторить то же самое на геноме. Вот наш дополнительный трек желтого цвета. Как видите, он очень такой динамично меняющийся именно из-за изменения параметров. Давайте послушаем. Ну, здесь я, очевидно, вращал ручку гейна. Давайте провернем то же самое на этом же моменте в геноме. И вот здесь мы сталкиваемся как раз с неотзывчивостью интерфейса, потому что у меня почему-то время от времени он на долю секунды перестает отвечать, задумывается, и ощущается это, честно говоря, неприятно. Еще раз сравним.
Довольно похоже, правда? Но вот эти вот изменения – это поочередное вращение ручек эквалайзера. Давайте попробуем повторить. Довольно нежный диапазон регулировок, кстати, но мне нравится, как звучит с убранной серединкой. Вот здесь у нас было поднятие вверха. Повторим его. Сложно, конечно, сделать идеальное сравнение, где точно в те же самые моменты будут изменяться те же самые настройки, но, по-моему, это очень близко и очень естественно. Действительно то, чего не хватало стандартному статичному профилированию. Ну и напоследок, для чистоты эксперимента я отключил геном на дорожке усилителя совсем, то есть выключил эмуляцию оконечника и кабинета, и то же самое выключил эмуляцию оконечника и кабинета на обеих дорожках с реампом через профили. Давайте сравним. Как будто бы сейчас у профиля AmpNet ощущается чуть более высокий уровень перегруза. Я, наверное, чуть-чуть приберу input. Совсем капельку. Теперь вроде бы на открытых струнах и геном с немом стал звучать поярче. Не знаю. То есть, как будто бы отклик на динамику чуть-чуть меняется. Как будто бы вот этот диапазон от более тихих звуков на палм-мьютах, сыгранных очень аккуратно, до вот этих открытых громких ударов по струнам, как будто бы он немножко по-разному воспринимается разными профилями. И да, как будто бы у AmpNet есть немножечко замыленности какой-то. Но у меня есть постоянное ощущение, что когда я переключаюсь с AmpNet на
NEM я слышу много разницы, довольно много. Но когда я переключаюсь с живого усилителя на AmpNet, я не слышу разницы в такой же степени. То есть еще не совсем понятно, это NEM что-то приукрашивает или это геном AmpNet что-то теряет. Вопрос дискуссионный. Напишите в комментарии, что думаете вы. А в какие-то моменты происходит переключение, и как будто бы этой разницы нет совсем. В общем, думаю, что решать вам, конечно же, как всегда, что использовать, что вам важнее. Важнее ли вам вот эта вот чуть-чуть заметная доля яркости, которая присутствует в NEM, или вот эта возможность гибких настроек, которая присутствует в AmpNet. Пока еще, видимо, нельзя получить абсолютно все и сразу на 100%, но и та, и другая технология уже близки настолько, что можно перепутать, что в слепом тесте, может быть, и не каждый бы отличил, и, конечно, в миксе, в готовой песне, я думаю, что любой из этих вариантов будет звучать очень достойно и точно не повлияет на степень хитовости вашего произведения, как мне кажется. Надеюсь, вы впечатлены. Во всяком случае, я очень впечатлен. Больше всего меня радует то, насколько удобным стал сам процесс профилирования. Вы можете относительно быстро забрать вот этот отклик усилителя на тестовые сигналы, после чего забираете проект домой и уже там, на своем компьютере, долго занимаетесь тренировкой нейросети. Точнее, нажимаете одну кнопочку и ждете. В моем случае обучение одного профиля на максимальных настройках заняло где-то около часа. Это долго, гораздо дольше, чем у того же Кемпера, и в моем случае на мощной видеокарте с 24 гигабайтами памяти процесс обучения одного профиля на максимальных настройках занимает около часа. Но, честно говоря, зато и качество тоже очень и очень прикольное. Еще один большой плюс, который экономит вам время, несмотря на такую длительную тренировку, это то, что один и тот же съем позволяет вам получить сразу несколько форматов профилей. Например, если вы работаете, по крайней мере, со статичными профилями NEM, то один раз сняв отклик, вы можете создать модели как для NEM A2, так и для любой из старых версий NEM A1. А теперь, когда мы проговорили все эти детали, давайте посмотрим еще немножко на саму программу, на то, какие нововведения помимо AmpNet предлагает нам TwoNotes. Их там еще немало. Во-первых, есть вот эта новая бесплатная версия Genome Intro. В нее входит ограниченное количество собственных усилителей, педалей, кабинетов и студийных эффектов от TwoNotes, но все равно это не демо-версия, это самодостаточный рабочий инструмент без paywall, то есть вы регистрируетесь и сразу можете работать, собирать свой первый риг. А вообще Genome выпускается в 3 разных редакциях. Это Intro, бесплатная версия, стандартная Genome, которой пользуюсь я, и расширенная версия Suite. Можете оценить, чем они отличаются, посмотрев на таблицу на экране. К большому сожалению, поддержка AmpNet и модуля Paradex отсутствует в бесплатной версии Genome Intro. Но хорошая новость состоит в том, что если вы когда-либо пользовались оборудованием от TwoNotes, и оно зарегистрировано в вашем личном кабинете, скажем, это могут быть любые приборы из серии Torpedo, или если вы когда-нибудь покупали кабинеты Dyn.IR для плагина Wall of Sound, и все это происходило еще до выхода релизной версии первого генома, то лицензия на Genome должна появиться в вашем личном кабинете автоматически. И таким образом очень многие пользователи продукции TwoNotes получили этот софт совершенно бесплатно со всеми его главными бонусами. Правда, такая, в кавычках, бесплатная лицензия все равно не будет давать вам полный доступ к геному на iOS, так что если вам нужно для устройства Apple получить именно полную версию, то ее тоже придется докупить отдельно. А вот ограниченная бесплатная версия Intro будет доступна и там тоже. И еще один очень важный шаг для разработчиков, я не зря читал комментарии на эту тему в самом начале, это мобильная версия Genome для iPad. Теперь существует официальное приложение, которое полностью повторяет десктопную версию по функционалу. Оно тоже выпускается в редакциях Intro, Genome и Suite, а все усилители, педали, кабинеты и эффекты синхронизированы между платформами. То есть вы можете собрать ваш риг на компьютере, а затем без каких бы то ни было изменений перенести его на планшет. Мобильная версия использует те же алгоритмы усилителей, те же алгоритмы педалей и эффектов, разумеется, в пределах выбранной вами версии программы.
И при этом интерфейс полностью адаптирован под сенсорное управление. То есть, если у вас есть, например, iPad, вам вообще не обязательно покупать теперь какой-то отдельный гитарный процессор. Вы можете просто взять какой-нибудь совместимый с iOS аудиоинтерфейс и MIDI-контроллер. И спокойно хоть играть концерты, хоть записываться. Теперь давайте коротко скажем о том, что еще добавили в новую версию Genome. Во-первых, появилась функция Global Transpose, то есть транспонирование всей цепочки эффектов в реальном времени без необходимости перестраивать инструмент. Звучит очень здорово, очень живо, натурально и естественно. Многие это уже отметили. Во-вторых, серьезно расширилась библиотека встроенных усилителей. Добавлены аналоги Soldana SLO100, Mesa Boogie Mark V, Fender Twin Reverb, Vox AC30, Orange Rockaverb и многих других аппаратов. И еще один очень полезный инструмент – это MixFit. Он предназначен для финальной доводки звучания и помогает буквально за пару кликов сделать весь риг более, что называется, mix-ready. MixFit работает сразу на нескольких этапах обработки, там можно корректировать входную динамику, можно подчеркнуть атаку медиатора или прибрать ее, а затем он выполняет финальную эквализацию и сатурацию уже на этапе после всей основной цепи. Кроме того, в Genome значительно переработанный интерфейс, переработан поиск, переработана организация библиотек, маршрутизация сигналов, то есть создавать какие-то сложные параллельные многоканальные цепочки обработки стало заметно проще. Правда, не обошлось, конечно, и без ложки дегтя. Я не могу назвать интерфейс и самого Genome, и Capture Studio отзывчивым или быстро работающим, пока он очень-очень вязкий и задумчивый. Даже на мощном компьютере ощущаются некоторые подтормаживания, и загружается плагин тоже заметно дольше, чем хотелось бы. У меня Capture Studio вообще несколько раз вылетало на той машине, на которой мы работали в студии, хотя дома работала нормально. Кроме того, она принудительно переключает системную частоту дискретизации, даже если вы не выполняете никаких действий в Capture Studio. Это, конечно, неприятно, но, наверное, пока простительно, потому что разработчики крупно предупреждают при запуске, что Capture Studio пока находится на стадии открытого бета-тестирования. Надеюсь, это исправят. Ну и, конечно же, я хотел бы получить возможность профилировать звуки не только на 48 кГц, но и на 96, потому что обычно все мои проекты работают именно на такой частоте. И я заметил, что обычный NEM, по крайней мере в первом поколении, плохо работал с перекидыванием профилей из одной частоты в другую. Открываете профиль в 48, внутри проекта в 96, и у вас как-то странно меняется гейн, возрастает количество шума, и работать с этим уже совершенно не хочется. Ну, пока это такие мои мечты и пожелания. В завершение давайте вернемся к комментариям, с которых началось это видео. Я вполне могу понять скепсис по отношению к цифровому звуку, потому что все мы уже привыкли, что новые технологии часто обещают нам больше, чем способны дать на практике. Но, как мне кажется, сейчас происходит действительно какой-то сдвиг, какая-то смена эпох, когда уже появляются не просто какие-то очередные наборы компромиссов на рынке, не просто какие-то игрушки для энтузиастов, а когда граница между аппаратным миром, между дорогой студией и между маленьким iPad'ом постепенно стирается буквально на глазах. Конечно, дорогостоящий большой ламповый усилитель по-прежнему остается чем-то особенным. Ну, не знаю, как виниловый проигрыватель. Прежде всего, благодаря физическим ощущениям от звука, от звукового давления и, конечно, такие впечатления, которые дает живой усилитель, цифровые технологии пока заменить не способны. Но если говорить именно о создании музыки, о записи или о поиске собственного звучания, то идти сегодня на какие-то серьезные компромиссы уже не приходится. Бесплатные программы вроде Genome Intro или Gateway от NEM позволяют получить такое качество, о котором несколько лет назад можно было только мечтать. Так что теперь всем нам остается сделать самое главное – встать, дойти до ручки, повернуть ее, взять гитару и играть. Потому что никакая технология, какой бы совершенной она ни была, все равно не сможет написать по-настоящему живую цепляющую песню без вот этой искры человеческого таланта. Я в это верю, несмотря на то, что уже неплохо знаком с Суно. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, что обзор показался вам интересным и полезным. Ссылки на скачивание профилей я оставил в описании. Скачивайте их, пробуйте, делитесь вашими впечатлениями, делитесь вашими профилями, если они у вас есть. Делитесь вашими мыслями и играйте на том, что вас вдохновляет. Спасибо и до встречи в следующих видео.